Всем здравствуйте! Сегодня у нас шестой урок практического онлайн-марафона по локонам. И сегодня мы будем разбирать, как делать один из самых основных элементов современных причесок – это серф-локоны. Серф-локоны в исполнении достаточно простые, вы сегодня это увидите. Но очень большое значение влияет подготовка волос и частота работы именно в процессе, да, и фиксация наших локонов. Поэтому уделите, пожалуйста, этому особое значение, потому что те, кто просто смотрит обычно ролики на ютубе или там где-то в инстаграме и пытаются повторить, конечно, серф-локоны получаются, но в основном, если вы сейчас будете после этого урока обращать внимание на такие работы, они достаточно грязные, да, то есть это очень-очень много пуха, это очень много подшерстка, все это перелачено обычно аэрозольными лаками, и смотрятся такие прически, да, собранные из таких серф-локонов или просто локоны, достаточно неаккуратно, то есть это не то, что естественно, да, и небрежно, или воздух в волосах, как там сейчас модно говорить, а именно какая-то неаккуратная такая работа, да, как мы иногда говорим, как сделанная в соседней парикмахерской. Поэтому вы должны обращать внимание на чистоту. Насчет чистоты мы уже говорили в предыдущих уроках, да, то, что у вас все волосы должны быть параллельно друг другу, что весь подшерсток должен быть определен к определенной пряди, что если вы делаете начес, но на серф мы обычно там не особо делаем, но вдруг, то он должен быть чистый и не подчеркивать структуру у корней, да, то есть вот волосы не должны нигде выпирать в какие-то непонятные стороны. И, как я уже сказала, очень важно волосы именно подготавливать. Волосы для структурных причесок должны быть очень сухими, очень жесткими, да, чтобы они потом не опали, чтобы не превратились они как бы не в прямые волосы, ну и чтобы это выглядело так достаточно надежно. Поэтому мы обязательно используем обычно соляные спреи. Про соляные спреи я тоже говорила на первом уроке, то, что мы их распределяем достаточно обильно, обязательно высушиваем феном, для того, чтобы волосы были как раз такими жесткими. Здесь мы будем также использовать всякие текстурирующие спреи. Текстурирующие спреи — это могут быть еще спреи, содержащие и сухие шампуни, да, и вообще какие-то такие, которые, опять же, открывают кутикулу и делают волосы прям такими жесткими, чтобы они были объемными даже при такой легкой, такой минимальной накрутке. Поэтому обращайте на это внимание, подготавливайте волосы долго. Все быстрые прически, хоть и называются быстрыми, делаются достаточно долго, потому что только подготовка волос может занимать там 40-60 минут. Поэтому не пропускайте никогда этот момент. И когда ваши волосы уже достаточно сухие, достаточно жесткие, но при этом все волосиночки расположены параллельно друг другу, да, при этом они здесь оттянуты на брашинг, и они имеют такой природный блеск, только тогда ваши локоны будут напоминать действительно хорошую, качественную работу. Ну, не напоминать, а выглядеть хорошо и качественно. Напоминать они будут, если только вы будете игнорировать этот момент. Поэтому сейчас мы с вами приступим, и я вам покажу, как накручивать серф-локоны на плойку и на утюжок. Начнем с утюжка. Вот прошлое наше занятие было как раз по работе с утюжком, поэтому, думаю, вам должно быть попроще. Мы берем прядочку волос. Обычно на серф-локонов мы никаких квадратов здесь не делим, треугольников, мы просто берем так первую попавшуюся по объему не очень крупную прядь волос. Берем наш утюжок, будем работать утюжком с небольшим, да, не широким полотном. И начинаем мы работать. Мы начинаем накручивать, как будто бы мы делаем просто обычный локон с протяжкой, но в какой-то момент, увидите, мы будем как бы подныривать под наш локон. Так вот, мы берем наш локон, делаем протяжку, видите, разворачиваем на 180 градусов на наш утюжок, потом выпрыгиваем и делаем то же самое, как бы заново. Опять с протяжкой, да, проходимся, опять выныриваем и проходимся заново. Кончики локона должны быть прямыми, поэтому не забывайте в конце просто проводить прямо, да, по нашему кончику. Почему они должны быть прямыми? Потому что, в принципе, серф-локоны, да, придуманы
так сказать, как будто бы вы вышли из моря, да, вы там перед этим что-то себе накрутили, какую-то гульку на голове, и вышли, и вот распустили, они такую небрежную структуру, да, очень ломаную имеют, то есть серфлокон у нас обычно достаточно ломаный рисунок, и чем более ломаный он будет, тем более будет он смотреться, так сказать, красивее. Вот, поэтому, поскольку вы сами пока делали эту гулечку, волосы вот эти вот вы практически прямыми оставили, поэтому они у нас и остаются прямыми. После этого что мы делаем? Вот это у нас такой локоночек. Мы не работаем аэрозольными спреями на серф-локонов. Запомните это, пожалуйста, потому что как только вы будете работать аэрозольными там, лаками, да, Лонда, Шварцкопф или Осис, у вас сразу могут возникнуть проблемы, вы будете подчеркивать и фиксировать пух, который фиксировать здесь не нужно. В основном мы здесь работаем либо какими-то кремами, либо гелями. У меня вот это гель Осис, да, троечка. Я его сейчас возьму, на ручку себе немножечко положу, чтобы мне каждый раз в банку, да, не прыгать. И буду сейчас пользоваться этим продуктом. Мы берем наш локон, который мы накрутили, берем немножечко осиса, да, и от этой прядочки отщипываем одну и проходимся по ней нашим вот этим вот кремовым продуктом, да. Раз. Берем следующую. Можем ее подкрутить. 2. То есть, видите, минимальное количество пуха. 3. И вот также 4. То есть они у нас должны быть такими структурированными. Чем больше их будет, да, вот этих тоненьких прядочек, тем симпатичнее будет смотреться. Сейчас я возьму рядышком и накручу еще один такой же локон, чтобы вам было понятно. Так, берем прядочку еще одну. Тоже можем ее выбрать в любом порядке, каком нам больше нравится. И начинаем накручивать ее. Можем, если у нас, допустим, вот это вот будет уже часть по пробору или окололицевая, сначала прогреть утюжком эту прядь, чтобы она, видите, привстала. Вот вроде бы совершенно немножечко я ее прогрела, но разница очень сильно заметна, да, вот между этой прядочкой и этой. А после этого, какую сторону удобнее крутить, в ту и крутите, но лучше, конечно, чередовать. Что-то вправо подкручивать, что-то влево. Поэтому мы берем и делаем то же самое, только желательно уже побыстрее, да? Подкручиваем, выныриваем, подкручиваем. Можем здесь уже даже вот после выныривания подкручивать в другую сторону. Это уже зависит от того, какой вы хотите рисунок, да, получить. И не забываем, что хвостик у нас прямой. От утюжка он такой становится достаточно симпатичным. И то же самое. Берем какой-нибудь крем или гель и начинаем наши прядочки разъединять. Также есть еще текстурирующий спрей, допустим, у Капос. То есть вы можете, ну там стоит рублей 200, наверное, 300, вы можете взять его, распылить вот так вот на прядочку, а потом уже проходиться. Для того, чтобы создать прикорневой объем, да, мы также этими спреями берем и можем, придерживая нашу прядочку, у корня немножечко ее приподнять. Так, и таким образом мы обычно накручиваем всю голову, что-то влево, что-то вправо, и опять же мы следим, да, за чистотой, чтобы здесь вот никакого пушочка не было, и в принципе потом у нас получается такой достаточно современный легкий рисунок. И также сейчас я тогда покажу, как делать такие же локоны, если у вас нет утюжка, есть только плоечка, да, и вам нужно быстренько накрутить локоны на плойку. Итак, локоны на плоечку мы делаем по принципу такой накрутки жгутом. Но если на последнем уроке «Голливудская волна» мы будем проходить эту накрутку жгутом, то что она должна быть прям по четким определенным таким правилам, да, законам, то здесь мы можем перекручивать практически в любом месте. То есть мы берем также прядочку нашу, да. Если вы хотите, чтобы она еще более была структурирована, вы можете ее изначально пропитать очень хорошенечко жидким лаком. И когда пропитываем жидким лаком, мы можем как раз вот весь подшерсток, если вдруг у вас у клиента очень-очень густой подшерсток, да, выделяется, вы боитесь, что у вас не получится чистая работа, все это вы можете сделать тогда с помощью жидкого лака, да. Пропитали прядочку, прибили пальчиком весь подшерсток, да, у основания к этой прядочке. И теперь мы можем взять
и накручивать на плоечку. То есть мы сначала ленточкой накручиваем, а в каком-то моменте, видите, перекручиваем. То есть здесь мы можем перекручивать, в принципе, в любом моменте, то есть жгутом накручивать. И обязательно оставляем хвостик. Вот когда вы накручиваете серф-локоны на плойку без подготовки волос предварительной, хвостик у вас будет очень жеванным таким, некрасивым. Поэтому в таком случае лучше, конечно, выбирать накрутку на утюжок. Раз. Рядом взяли другую прядочку. Можете ее, допустим, накручивать на объемчик уже. То есть под прядочку завести, да, нашу плойку. Перекрутик накрутили. Перекрутик положили, перекрутик положили. То есть мы можем в разные направления. Самое главное, чтобы у нас были перекрутики, да, чтобы волна у нас потом такая была, а не локон лентой, и чтобы кончик был прямой. Сняли. Можем накрутить в другую сторону. Допустим, вот эту прядочку, чтобы вам было видно. Мы ее берем. Берем плоечку в другую руку и начинаем накручивать в другую сторону. Самое главное тоже с перекрутиками. Давайте вот так, чтобы вам было видно. Вот хотя бы минимальное количество перекрутов и хвостик прямой. И все, эта прядочка, видите, уже накручена. После этого мы либо пальчиками, либо расческой с редкими зубчиками должны прочесать, чтобы у нас не было именно такой круг, да, которого мы так всеми способами пытались получить на объемных круглых локонах классических. Берем опять нашу текстурирующую пасту, на пальчики ее, и опять отсоединяем один локон, второй, третий. Они могут быть разные по размеру. Я даже часто выделяю какие-нибудь супер тоненькие, чтобы они нам такой легкости придавали, да? Берем вот этот локон, тоже можем пальчиками провести, чтобы не было у нас прям таких колец, да? И опять же их друг от друга отделяем. Раз, два, три, четыре. И этот локон тоже. Таким вот образом. Я накручивала на плойку 28 миллиметров. Вы можете взять 25. Тогда у вас будут более выразительные эти грани, да? Но 25 мы обычно на голливудской волне все-таки используем. Это в следующем уроке мы все узнаем. Но вообще, чтобы это было более так легко, да, непринужденно и современно, можно использовать наоборот крупные диаметры. То есть 38 или 33 миллиметра отлично подойдут, чтобы придать такой очень легкий, естественный рисунок волосам. Поэтому на этой неделе вам нужно будет сделать серф-локоны. Можете тоже пополам поделить так голову и с одной стороны сделать на плоечку любого диаметра, какой вам больше нравится, но я уже сказала, я советую побольше взять, да, 32 или 38. А с другой стороны сделать тоже серф-локоны в разные стороны, также разбирая их на утюжок. Вот, думаю, что ничего сложного в этом нет, но когда вы начнете утюжком все это крутить в разные стороны, да, в какую-то сторону вам будет легче, а в другую, наоборот, сложнее. Поэтому, думаю, все-таки какие-то трудности могут у вас возникнуть на пути, но ничего страшного, на то он и практический марафон, да, чтобы какие-то вот такие навыки, даже если сложно, попробовать все-таки подкачать, да, то есть немножечко увереннее, чтобы себя чувствовать. Поэтому буду ждать ваших домашних заданий и увидимся уже на следующей неделе на голливудской волне.